Всем привет! На связи иммиграционное агентство Beyond Borders. Меня зовут Валерия, и я иммиграционный консультант по направлению Франция. Сегодня я хочу рассказать вам про визу, которая отлично подойдет предпринимателям, фрилансерам и самозанятым для переезда во Францию. Эта виза называется Entrepreneur Profession Libérale, или по-русски предприниматель или либеральная профессия. Это видео будет строиться следующим образом. Сначала мы поговорим, кому подойдет данная виза, какие у нее преимущества и ограничения. Затем я дам вам полный список документов на данную визу. Мы обсудим процедуру подачи, примерные сроки. И в конце я кратко расскажу, какие у вас дальнейшие этапы для легализации во Франции. Например, продление данной визы и переход на более долгосрочные статусы, на карту резидента и даже получение французского гражданства. Итак, первое преимущество заключается в том, что сроки рассмотрения по данной визе довольно быстрые. В самом лучшем раскладе можно получить визу уже за пару недель, но в зависимости от консульства срок рассмотрения может в среднем быть около месяца. Второе преимущество заключается в том, что данная виза не требует наличия работодателя-спонсора, поскольку вы будете заниматься самостоятельным проектом. Третье преимущество – это то, что в течение года, это срок действия данной визы, вы имеете право развивать свой проект во Франции, а затем можете продлить эту визу сразу на 4 года. То есть после первого года вы уже можете получить 4-летний ВНЖ. Также эта виза дает право путешествовать по всей зоне Шенген. И, наконец, еще одним преимуществом является то, что спустя 5 лет проживания по данной визе вы можете претендовать на французское гражданство или 10-летнюю карту резидента, carte résident. Ну и пара слов об ограничениях. Первым ограничением является то, что, к сожалению, первоначальный срок визы только 1 год, не больше. Но, как я сказала, через этот год вы можете запросить 4-летний ВНЖ, а затем гражданство и резидентство. И второе ограничение, которое тоже обязательно надо учитывать, это то, что виза не предоставляет право работать по найму. Вы можете только заниматься заявленным проектом. Давайте теперь перейдем к самой важной, третьей части видео, где я дам вам необходимый пакет документов и важные рекомендации по сборке и подготовке данных документов. Сейчас на нашем экране вы увидите список документов, вы можете приостановить видео и заскринить его или каким-то иным образом сохранить, а я не буду комментировать очевидные документы, например, загранпаспорт или фотографии. Давайте перейдем к самым серьезным и важным документам и моим рекомендациям. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, что центральной частью досье является бизнес-план. Это самый важный документ, от которого, по сути, будет зависеть ваше одобрение вашей визы или отказ. Бизнес-план не требуется настолько подробный, сколько для бизнес-плана на паспорт талант, например, создание компании, поскольку предполагается, что вы индивидуальный предприниматель и требования помягче. Но, тем не менее, где-то порядка 10 страниц от вас ожидается на французском языке. Вам необходимо будет пояснить, что у вас за проект, какой продукт или услугу вы предоставляете, сделать рыночный анализ, то есть какое у вас позиционирование на рынке и какие ваши конкуренты основные, в чем ваши преимущества перед конкурентами. Также объяснить рассматривающим ваше досье органам, какая у вас целевая аудитория и почему ваш проект ей актуален. Затем рассказать стратегию запуска и развития вашего бизнеса во Франции. И очень важно пояснить, почему именно Францию вы видите как следующий этап развития вашей деятельности, почему именно эта страна актуальна вам для развития бизнеса и как в Франции также интересен может быть ваш проект. Далее необходимо пояснить, какую юридическую форму вы выбираете для развития бизнеса. Как правило, это entrepreneur individuel, то есть индивидуальный предприниматель, но, может быть, вы уже сразу хотите открывать компанию. Например, SARL, то есть ООО «Общество с ограниченной ответственностью», или SAS, это акционерное общество по-французски. И, наконец, обязательной частью бизнес-плана является финансовый план и финансовые прогнозы. Вам необходимо будет рассчитать хотя бы примерно, какой у вас будет доход, какой расход и какой примерно процент из этого будет ваша чистая прибыль. То есть показать французской администрации, которая будет оценивать ваш бизнес-план, что вы действительно имеете жизнеспособный и экономически целесообразный проект. И вы видите ваш потенциал роста, желательно, чтобы ваша деятельность показывала стабильный рост и доход во Франции, и это нужно обязательно заложить в ваши financial projections, то есть финансовые прогнозы. Это самый важный документ. Я постаралась максимально
четко и кратко объяснить, что туда нужно включить. Если вам нужна дополнительная информация, обязательно записывайтесь к нам на консультацию, и мы обсудим гораздо подробнее, как составлять бизнес-план для этой визы. Давайте перейдем к другим важным документам. Это, например, мотивационное письмо. Мы еще раз показываем вам список. Мотивационное письмо – это некий документ обобщающий, где вы для французской администрации поясняете ваши личные и профессиональные планы для переезда во Францию. Соответственно, будьте очень внимательны для того, чтобы не упустить никакой нюанс, например, почему вы любите Францию с точки зрения как бы личного интереса, но также поясните, что вам будет где жить, что у вас есть вот ваш бизнес-проект, как бы кратко, менее подробно, чем в бизнес-плане, опишите его суть и почему именно во Франции вы его планируете развивать. Также укажите в мотивационном письме, что у вас есть достаточные финансовые ресурсы, чтобы осуществлять деятельность во Франции и жить в этой стране. Далее. Обсудим также резюме и какие-то подтверждения вашей квалификации. Это тоже обязательное требование для визы entrepreneur profession libérale. То есть французской администрации необходимо видеть, что вы обладаете достаточной квалификацией и опытом для осуществления данной деятельности. Вы можете доказать это в резюме, дипломами, вашими какими-то профессиональными сертификациями, лицензиями, если ваша деятельность регулируемая. Например, это адвокатура, архитектура, здравоохранение, недвижимость и так далее, то вам необходимо также найти, какое вам нужно получить разрешение, лицензию или сертификат для осуществления деятельности во Франции. Ну и вернувшись к общему списку документов, как подтвердить квалификации, я также рекомендую собрать письма поддержки от ваших клиентов или партнеров, рекомендательные письма, письма о заинтересованности, может быть, какое-то профессиональное портфолио, то есть любая информация, любые сертификаты и подтверждения вашего профессионализма, репутации в этой сфере и вашего, например, образования и опыта. Ну и последнее, что я хотела отдельно отметить, это подтверждение наличия финансовых средств, которые тоже необходимо по данной визе доказать. Я рекомендую показывать выписку по счету, банковскую выписку с остатком на счете, эквивалентным французскому СМИК, то есть минимальному размеру оплаты труда. На сегодняшний день, у нас ноябрь 2025, эта сумма составляет 22 тысячи евро. То есть вот эту сумму я рекомендую показать. Можно показывать несколько меньше, но если есть возможность, задекларируйте вот эту сумму или больше, чтобы у администрации не было сомнений, что если ваш бизнес-проект будет на начальных этапах развития, у вас есть накопление, чтобы себя поддержать. Ну и, в принципе, на этом все. Давайте еще раз мы вам покажем список документов, если кто-то еще его не заскринил, не сохранил, и перейдем к следующей части видео. Давайте теперь перейдем к четвертой части видео, а именно процедуре подачи на данную визу. Итак, первым делом я рекомендую заполнить анкету на сайте France Visa. Мы оставим ссылку на данный сайт под данным видео. Затем вам нужно собрать весь необходимый пакет документов, о котором мы говорили ранее, и записаться на прием в консульство или визовый центр, в зависимости от страны, где вы будете подаваться. После этого со всем вашим пакетом документов, распечатанным или отсерокопированным, если изначально документы в печатном виде, вы лично посещаете консульство, вручаете этот пакет документов визовому агенту или сотруднику консульства и ждете решения по вашему досье. После получения положительного решения вы получаете паспорт, в котором будет проставлен штамп, как бы в нем будет ваша виза, вы въезжаете по этой визе во Францию, и в течение первых 3 месяцев необходимо ее валидировать. Это делается через онлайн-сайт, онлайн-платформу, мы тоже оставим ссылку на нее под видео, и вы получите PDF-документ, который целый год будет заменять вам вид на жительство. И через год, соответственно, вы подаетесь на продление и уже получаете пластиковую карту. Вот примерно такая процедура подачи. Очень важно, я рекомендую начать процесс подготовки документов за 3-4 месяца до вашего предполагаемого въезда во Францию. Ну и, конечно, по прибытии вы инкорпорируете компанию или регистрируете свое индивидуальное предприятие, затем встаете на учет в налоговой, в системе социального страхования и запускаете ваш проект.
Ну и поскольку я упомянула про сроки, что начинать нужно за 3-4 месяца, давайте в целом поговорим, это наша 5-я часть видео, про сроки получения данной визы. Мы тоже покажем вам сейчас на слайде для наглядности, и я кратко прокомментирую. Подготовка документов обычно занимает от месяца до полутора. Бывает намного быстрее, если это уже существующий бизнес, его нужно просто адаптировать под французскую компанию или французское ИП. Соответственно, это несколько индивидуально. Здесь сложно четко прогнозировать. Запись и подача в консульство бывает немножко tricky, как бы не однозначно, потому что некоторые консульства, например, американские или британские, обычно открывают запись чуть ли не на следующий день, а вот консульства в южных странах Европы, например, Испания или Италия, тут вообще беда, и нужно заранее проверять слоты или связываться с ними, чтобы вам выдали слот для посещения консульства. Поэтому мы и написали от пары дней, извините, до нескольких недель. Ну и, наконец, сроки рассмотрения консульством тоже, к сожалению, зависят от страны. Некоторые страны рассматривают за неделю или 2, у нас были такие случаи, а некоторые больше месяца. Как правило, все те же Испания, Италия и другие южные страны. Поэтому как бы тут тоже сложно спрогнозировать какой-то один срок. Вот. И давайте перейдем, наконец, к последней части видео. Это дальнейшие ваши шаги после получения визы и переезда во Францию. Итак, после первого года, как я уже говорила ранее, вы можете податься на 4-летний ВНЖ – Carte de séjour pluriannuel. Обратите внимание, для нее потребуется сдать французский на А2. Это такой небольшой tricky момент. Вам необходимо будет обновить ваш пакет документов, то есть актуализировать бизнес-план, сделать финансовые прогнозы на 4 года, а не на 1, когда вы подавались на годовую визу, показать какой-то доход и уплату соцвзносов, налогов во Франции. То есть пакет документов очень схож, но нужно уже показать, что вы сделали за этот год в рамках вашего предприятия во Франции. А через 5 лет непрерывного проживания во Франции вы вправе запросить французское гражданство, если вы докажете реальность вашего бизнеса, стабильный доход от него, уплату налогов во Франции, соблюдение французского законодательства в целом, интеграцию, и необходимо будет сдать экзамен на уровне B2 по французскому. Альтернативно, вы также вправе будете попросить после 5 лет проживания карту резидента 10-летнюю. Она называется carte résident, и для нее нужен пакет документов менее строгий, чем на гражданство, но все равно нужно сдать экзамен по французскому на уровне B1. На этом, я думаю, мой обзор визы можно подвести к концу. Он довольно получился полный. Я считаю, что это из моей практики не самая сложная виза во Францию, но, тем не менее, очень важно тщательно подойти к подготовке вашего досье. Я рекомендую обратить особое внимание на то, как вы объясните мотивацию, почему вы выбираете Францию, вашу финансовую стабильность и реальность и целесообразность вашего бизнес-проекта. По моей практике реально подготовить и получить эту визу за 1,5 месяца или даже быстрее. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, запишитесь к нам на консультацию, и мы обсудим ваш конкретный проект. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам было полезно, и подпишитесь на наш канал. И до новых встреч. Пока!